Опа, привет! А где? А я все еще в Нью-Йорке. Заходи на мой еще один рум-тур. Значит, я нахожусь в Ньюарк-Либерти аэропорту в Нью-Йорке. И вчера мы private jet отменили, поэтому я остался в Нью-Йорке, и был незапланированный рум-тур. То, что добраться от гостиницы, которая находится рядом с этим аэропортом, очень удобно, потому что там забираешь шаттл-бас, и потом AirTrain, просто минут 20 от гостиницы бесплатно ты доезжаешь прямо сюда. Но то, что этот аэропорт называется Liberty Свободный, он так действительно есть, потому что здесь отменяют в основном рейсы, их и переносят, как и в фильме. Правда, на самом деле снимают. Аэропорт Свободы. Отменили полет, ты свободен, иди туда хочешь. Вчера нам так повезло, что мы попали именно в это время, когда в Нью-Йорке отменили 2100 рейсов во всех аэропортах. Прям удача была на моей стороне. У нас аншлаг не закончился. Нам отменяли, вчера переносили рейсы, потом 3 раза, по-моему, переносили, потом предлагали, в итоге отменили полет, предложили с пересадкой лететь в непонятный штат, полетом, по-моему, 10 часов около занимал бы, даже больше. И в итоге нам поменяли на следующий день, то есть на сегодня, а сегодня утром мы думаем таки собираться, прочекаем, что с самолетом, смотрим, что в итоге его вообще отменили полностью, но при этом начали предлагать рейс, прям был через час, когда мы находились в гостинице. Это было чисто физически невозможно попасть в аэропорт, не успеть. И в итоге получилось, что отменили рейс, предложили через час. Мы уже тогда... еще тогда мы узнали, что они предложили, что они могут перенести рейс в течение 7 дней. То есть сиди 7 дней в течение, да, и перенесут его когда, не знаю, думаю, через неделю. В итоге мы запросили рефанд. Там тоже была история веселая, пришлось повозиться. Ну и в итоге отменили и купили вообще полностью другую авиакомпанию, другой полностью рейс, другой private jet. Да, прямой private jet, без всяких пересадок. Поэтому Нью-Йорк, Либерти, аэропорт Свобода, 100%. Когда мы сделали рефанд, билет был приобретен за $1000, а поменяли нам вчера на другой полет за $700, то есть это минус 300. При этом, когда спросили, почему, то есть полет на $300 дешевле, сказали, мы ничего не знаем, мы ничего сделать не можем. И когда запрашивали сегодня рефанд, значит, они хотели вернуть сумму второго билета за $700, то есть не за 1000, который был приобретен первоначально. Вот, но в итоге мы золотые менеджеры, которые сами справились. Я этим делом не занимался, и контакты своих менеджеров я не дам. Они все порешали, и в итоге $1000 вернут как надо. Это просто кошмар и ужас. Мой private jet в Нью-Йорке, в аэропорту Нью-Йорк отменили. Аэропорт просто, очень низкого класса. И мне пришлось быстро найти что-то рядом, где заселиться. Поэтому я сейчас покажу, как можно остаться на одну ночь за $250. Захожу. Вижу обои. В общем, вот вид, значит, заходим. Смотрим, телевизор есть. Это микроволновая печь внизу. Да, это микроволновая печь. Внизу, значит, полки. Холодильник. Пустой работает? Работает. Это, значит, для шампанского. Посмотри, как богато. А где экология после Европы? Видите? Они не думают вообще об экологии. Это пластмассовое все. Для шампанского. Люкс. Высший класс люкса. Рабочая зона. Кофемашина с капсулами. Breakfast blend. Это прям даже, это не кофемашина. Это прям какие-то готовые смеси. А смеси тут много. Значит, рабочая зона. Стул. Смотри. Стул чистый. Очень чистый, да? Прям, брызжет чистотой и люкс-классом. Завтраки, которые можем себе позволить. Есть все, что необходимо для завтрака. И блинчики, и, значит, яичница, и хлопья, кто фанат хлопьев, молоко, свежие йогурты. Завтраки очень довольно-таки вкусные и сытные. Красивый вид. Значит, что мы видим? Тут еще одну гостиницу.
Вид желал бы быть лучше. Зона Сафри. Артхаус, легкий артхаус. Мы любим такой арт, да. Софа. Мягкая. До ножек, нормально. Я даже не хочу грубо выражаться. Это просто антилюкс. Просто антилюкс. Зона спальная. Почему я выбрал именно этот отель? Потому что по отзывам было написано, что вот здесь очень удобные, суперкомфортные кровати. Не то, что в центре, потому что на Манхэттене очень было жестко спать на самом деле. И некомфортно. Тестим. Я люблю тестить кровати. И поехали. Скрипит. Дополнительный такой information по поводу гостиницы. Переночевав, понятно, что кровать была удобная, но скрипучая, но удобная. И по поводу авиакомпании, которая отменяет, которая именно domestic, внутренние рейсы. Если кто-то интересует, могу сказать название авиакомпании, в которой не надо покупать билеты вообще. Поэтому веселый трип, но я не устал, потому что живу и радуюсь моментам. И тест на вторую кровать. Даже моя кепочка. Не будем. То же самое. Телефон, света. Кстати, света. Очень мало света. Только там светка, и тут свет тебе есть. Больше нет. Ладно, идем дальше. Софа, картины. Ну, так себе. Что у нас здесь? Зеркало. Здесь у нас подсобка. Это шкаф получается. Утюг, вешалки, плед первой свежести, надельная доска. Кстати, стульчик уже, смотри, какой замазанный. Он уже пожил свое. Ну так, не очень рад. И важно что? Важно узнать санузел. О, вот это хоромы. Где свет? Ты посмотри, какие хоромы. Санузел с картиной. А шторы? Как я обожаю душевые шторки. Просто словами не передать. Смотри. Чистота неописуемая. Юзанные, переюзанные. Ладно, что у нас тут по ванной есть? Ванна, значит, и душ, и ванна. Все в американском стиле. Посмотри, и даже есть. Смотри, как они придумали. Металлические просто засовывают банки. Боди, да. Я думаю, там одна смесь. Это одна смесь на все. Шторки — это вообще такая антисанитария, в которой скапливается полностью все. И по моему мнению, они должны быть одноразовые и меняться после каждого вообще. Ну, после каждого клиента, хотел сказать. После каждого, ну да, посетителя. Зеркало большое норм. Значит, красиво. Видишь, какую конфетку кенди? Видишь, со стилем, со вкусом проблемы. Это у нас по-любому фен. Есть, да, фен. Мощный. Салфетки, кстати, есть салфетки. Кто стукнул? Ну, вода. Ну, я скажу так. Рум-тур просто. Даже не просто. Это даже не рум-тур. Есть лакшери рум-тур, есть просто рум-тур, а это просто анти-рум-тур. На $250 я этой гостинице говорю: